Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши выпуски с Юрием Дудкиным. Он на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Взаимно, Юрий Анатольевич. Ну что, у нас прям очередной пик, да, очередное бурление, собственно, переговорного Интересно живем, интересно. переговорного и постпереговорного мира. Значит, буквально вчера выходит Путин и дает определенный ряд посылов и в сторону возможных компромиссов, и в сторону выборов, что тоже очень интересно, и, конечно, в отношении того, какие же условия, да, для одного и второго, и компромиссов, и выборов у российской стороны. Зеленский уже отвечает, говорит, не надо нам диктовать, как проводить выборы. Видимо, все-таки фактор 10 миллионов украинцев, а именно от 5 до 10, вот этот промежуток, фигурирует официально. Да, а сколько неофициально, там, поди знай, потому что еще и у крымчан есть украинские паспорта, они действительно, как таковые еще там с 2014 года, никто у них их не забирал. В общем, возникает такой очень неприятный момент для Зеленского. На фоне этого война полным ходом шурует. Причем очень тяжело бьет по тылам и по мирным. Отключение света, блокада Дуная и вот Одесской области, перешейка вот этого. То есть там пункты пропуска надо объезжать, делать крюк достаточно мощный. И Путин, который дает сводки по городам и процентажу, сколько, чего и где. Лиман, собственно, дорога на Славянск, Константиновка тоже как бы в уме, дальше Гуляй-Поле, ну и, соответственно, я так понимаю, что сигнал был очень четкий. То, что не удастся дипломатическим путем в ходе раундов переговоров, будут забирать военным. Как вы оцениваете происходящее? И действительно ли мы не к миру идем, а к еще большей эскалации? Если да, то насколько она будет скоротечна, как вспышка, или рутина и дальше погрязнет ну, в понимании вообще происходящего, и погрязнет эта война, и станет, и все уже будут привыкать, как жить с новой болью эскалации? Нет, никакой вспышки не будет, конечно, потому как Россия настроена воевать в долгую. Это было неоднократно заявлено всеми первыми лицами российского государства, если это потребуется. То есть вот это очень важный момент. Если это потребуется, Россия готова воевать. А на фоне того, что фактически Запад объявил войну России, вот, то, конечно, российское руководство не может не реагировать на подобные выпады. Надо сказать, что я смотрел, значит, итоги 2025 года с Владимиром Путиным. Что могу сказать? Абсолютно, как, скажем так, лицо нейтральное, что в выступлении 4,5 часа Владимира Путина, безусловно, чувствуется речь государственного деятеля. То есть это не просто там какой-то барыга или артист на подтанцовках и корпоративах. Это действительно государственный деятель. Причем в его выступлении ответах на вопросы, многочисленных ответах на вопросы, которых собралось по данным ОНФ более 2,5 миллионов этих вопросов. И как заявил Путин, он не на все вопросы, безусловно, смог ответить, но эти вопросы, эти ответы задающим вопросы российским гражданам, все до одного будут обработаны в течение года. Поэтому здесь тоже чувствуется, что государство берет на себя ответственность за те проблемы, а проблемы существуют всегда в любом государстве, в любом обществе,
Российское государство берет на себя ответственность за те проблемы, которые существуют, и будет их устранять. Теперь, что касается того, что вы, значит, спросили у меня. Значит, я, да, утверждаю, что никаких вспышек на фронте не будет. Будет постепенное наступление на Запад, особенно сейчас, в данный момент, как сказал уже президент России, будет окончательно решен вопрос по Димитрову, Краматорско-славянской агломерации, это однозначно. Здесь будут очень тяжелые бои. Я приблизительно знаю этот регион. Краматорск – это ЗКП бывшего Советского Союза Прикарпатского военного округа. Вот. И на сегодняшний день все подземные сооружения, которые были возведены в тот период времени, они сегодня действующие, и там этим воспользовались, значит, безусловно, военные высшее командование Вооруженных сил Украины. С самого начала, как только развалили Советский Союз. Поэтому очень много в Краматорске, поскольку это еще и к тому же крупный промышленный центр в прошлом, очень много подземных бетонных сооружений. И я думаю, что участь Мариуполя Краматорска не минет. То есть там будут и ФАБы, будут и другие тяжелые средства использоваться для того, чтобы город пал. Славянск, безусловно, тоже представляет собой определенный укрепрайон. На сегодняшний день там находятся тоже осколки командования украинских ВСУ. И там тоже будут очень тяжелые бои. Со Славянска очень удобно, значит, как из Купянска идти на Харьков. То есть это тоже одно из стратегических направлений для российской армии сегодня. Ну и южное направление, Запорожье, то же самое. Значит, как я неоднократно утверждал в наших с вами интервью, что Россия таки отрежет Украину от Черного моря. Вот. И это случится, я думаю, что в 2026 году однозначно. Особенно беспокоил Россию узел транспортный по Дунаю, как вы упомянули, а именно Измаил. Из Румынии шурует оружие, и на сегодня, правда, оно меньше, но идут поставки по Дунаю. Хотя портовые структуры Измаила и Одессы уже, конечно, претерпели очень много потерь. Вот. А что имеется в виду в первую очередь? Разгрузочно-погрузочные терминалы. Вот. Для того, чтобы выгрузить судно, безусловно, нужны соответствующие механизмы, краны, ну и так далее и тому подобное. Вот. Россия по-прежнему уничтожает всю эту инфраструктуру портовую, поэтому зайти в порт можно, а вот что там делать, да, вот когда есть и малые суда затопленные, и фарватер непонятно, как проходить, потому как есть определенные опасности тоже, и так далее и тому подобное. Здесь, как говорится, россияне будут добиваться своего успеха и добьются, я думаю. Теперь, что касается выборов вот этих пресловутых, много очень было, скажем, мнений по этому поводу, и до сих пор они муссируются, но Путин через вот это свое послание, это послание было не только российскому народу, а всему миру, потому как все мировые агентства в прямом эфире смотрели выступление российского президента. Он дал напрямую, намекнул Трампу, что Зеленского надо убирать. Вот в этом даже, причем даже если бы он бы это сказал открытым текстом, да,
Это было бы и так понятно, потому как Владимир Путин даже обозначил, как проводить эти выборы. Правда, он сказал, что есть очень много, скажем, вопросов, связанных с максимальным участием украинских граждан в этих выборах, в том числе находящихся за границей. Вы упомянули, да, и то, что в России находятся миллионы украинских граждан, и в Европе, и в том числе, кстати, да, вы правы, в Крыму то же самое. Это тоже украинские граждане. И, значит, их никто не лишал гражданства, хотя попытки такие были еще при Порошенко. В отместку, так сказать, что граждане Крыма своим референдумом определили свое место назначения в Российской Федерации и ушли плавно от Украины. И поэтому вот в этой бессильной злобе, конечно, Порошенко пытался лишить украинских граждан, это опять же сотни тысяч украинских граждан, их гражданства. Маразм полнейший. Там это даже не пахнет никаким международным правом. Вообще правом не пахнет. Это есть только право одного кретина, который может одним росчерком пера сотни тысяч граждан лишить гражданства. И в Конституции, кстати, Украины это записано, что никто не имеет права лишить гражданина Украины его гражданства. При особых там только условиях. Вот. Далее заключаю этот вопрос ваш тем, что Украине придется смириться. Смириться с тем, что раздел неизбежен территории Украины. Вы правильно напомнили о том, что Владимир Путин заявил, что успеха в переговорах украинская сторона не видит и не желает вести переговоры по мирному отсоединению тех территорий, которые находятся сейчас под юрисдикцией Конституции Российской Федерации. Ну, Она не желает. это совсем другая формулировка, послушайте. Мирное отсоединение. Да, да, ну а как еще сказать? А как еще сказать? Ну ведь вопрос-то стоит сейчас, и американцы советуют, Трамп лично советует Зеленскому поступиться территориями Украины. То есть хотя бы сказать так, поступиться малым, чтобы сохранить еще большее. Пока еще большее можно сохранить. Он говорит ему, уступи Донбасс, уступи. И все, и там дальше процесс мирный пойдет. Может быть, даже и подпишем долгосрочный мир. Но ведь не идет ни в какую. Черт бы его побрал. И миллионы граждан гибнут. Миллион граждан уже погибло. Ради чего? А территории все уменьшаются. Я всегда говорю в первую очередь о людях, да, но то, что я сказал, это действительно так. Ему советуют, не только Трамп лично советует, другие лидеры государств, в том числе, кстати, европейских. Орбан тот же говорит, отдай Донбасс, он тебе не нужен. Там тебя ненавидят, это уже не твоя территория, не твои люди. Люди, главное, которые живут там, тебя ненавидят. Отдай Донбасс. Не надо цепляться там за этот осколок, который остался. Краматорск, Димитров и Славянск. Без боя выйди оттуда. Сохранишь армию, сохранишь живыми людей. Не хочет? Ну, не хочет. Вот даже взять тот же Димитров, да, ведь сколько раз уже и, скажем, даже при вмешательстве иностранных военных специалистов советовали не Сырскому, а лично Зеленскому советовали. Уйдите, пока еще есть коридор из Димитрова. Потому как кольцо захлопнется, окружение, и все, и будет безвыходное положение. На сегодняшний день, кстати, вот у меня тоже свежие данные есть, такие свежачок. Общее командование вооруженных сил Украины полностью потеряло связь
с группировкой в Димитрове. Полностью. То есть там военнослужащие просто существуют и действуют на свой страх и риск. Ими никто не руководит. Спасайся, кто может, теперь называется, такая есть команда. И они спасаются, кто может. Кто сдается в плен, кто сопротивляется, причем сопротивляется жестоко. Точно так же, как сопротивляется еще Купянский узловая. Там тоже еще есть такой регион, небольшой, маленький, где еще сопротивляются. Ну, как сказал опять же Путин в своей речи во вчерашнем интервью, что Купянский узловой вопрос будет, с Купянском узловой вопрос будет решен в ближайшее время. И опять же, во имя чего они там были? Если уже было понятно по всем картам, и гадальным, и тактическим картам, что нет, не может быть никакого успеха при тех сложившихся обстоятельствах, военной обстановке и, скажем, положения дел на фронте, при котором эти войска будут окружены. Поэтому и заключается, скажем, талант любого военного полководца в том, чтобы предвидеть подобные ситуации. Предвидеть. Ну, вы задаетесь вопросом, почему это, зачем, ради чего и во имя чего. Ответ же, в принципе, дал Зеленский на неделю назад, когда приехал в Купянск, да, говорит, Сфотографировался. Сфотографировался. Это для того, чтобы, так сказать, ну, в общем, усилить дипломатические позиции, да, переговорные позиции. То, собственно, с чего я начал. Я так понимаю, усилить Майами, вчерашнее для украинской делегации, сегодняшнее для российской. Там Рубио присоединяется к Виткофу и Дмитриеву. Понимаете, тут в чем дело? Этот эпизод ведь тоже нашел отражение вчера в обсуждении. Ну, ладно, там, хорошо Путин, да, он там... Но то, что это фейк, это уже понятно. Ладно, ну, нет. Две ладно. блогерши, украинские причем, не российские журналисты, разоблачили на раз-два Зеленского, что это была консерва, снятая еще за много-много времени до этого момента. Понимаете? Это уже известно. Нет, ну они потом оправдательное видео записывали, что, мол, да нет, он там был. Ну, конечно, если их прижали, взяли за горло. Я знаю, как эти оправдательные... Меня тоже заставляли оправдательные видео, значит, в СБУ сочинять. И что из этого? Суть это не меняет, Александр. Первое слово дороже второго, как говорит детская пословица. Смотрите, тут же какой момент важен. Ладно, там блогерши, ладно, все остальные. Но тут соратник Петра Порошенко, некий, ну, небезызвестный, и вам тоже знакомый, генерал Кривонос, Да. тоже усомнился вообще, говорит, а что это у нас тут за видео, что это вообще там ветер в одну сторону, волосы в другую. Пора как бы с этим подвязывать, понимаете? То есть, как бы... Вот это вот «Чё стоять на пороге, заходи в дом», Ну, да. которое прозвучало, это вот как прозвучало достаточно тяжело для Зеленского. Но он не унывает, он сейчас в Европе, да, все хорошо, получил подарок. Денег дадут. Денег дадут, да, 90 миллиардов выделят. И, собственно, ну, как бы еще и книжки получил от Навродского по поводу Волынской резни. Очень скандальный эпизод на самом деле. Очень такие там тонкие моменты со стороны Польши. Дальше там с премьер-министром Португалии общается. Такое ощущение складывается, что Зеленскому как бы, ну, есть такое выражение, оно народное. Это так обычно говорят про разных там подростков, ну, которые находятся не дома или любят быть вне дома, гулять любят, бродить. Говорят, что дома воняет непосредственно, и поэтому все время он проводит вне дома. Так и Зеленский. Что выторгуют, на ваш взгляд, или то, что сейчас объявлено о 90 миллиардах на войну и на 2 года, это, в принципе, потолок, что может дать Европа? На что расчет? А я вообще задаю другой вопрос. Ну, если вы так легко потратили 350 миллиардов, которые вам выдавал Байден,
как горячие пирожки. Причем выдавал не там не по 10, не по 20 миллиардов, а сразу 100. Вот так вот бахал этими миллиардами. Печатный станок просто дымился от своей переработки американский, печатая эти деньги. Так я задаю вопрос. Ну, потратите вы 90 этих миллиардов, простите. А дальше что? Ну, вы же за полгода их растрынкаете, а то и меньше, эти 90 миллиардов. Хотя это колоссальные суммы. На эти суммы, да, в приличных европейских государствах строят заново или усовершенствуют. Вот сейчас бы дать эти деньги, например, Бундесверу, да, 90 миллиардов. О, ребята, там такая революция будет научно-техническая, что мама не горюй. Тем не менее, значит, провал вот этой темы, которую организовала Урсула фон дер Ляйен с конфискацией российских активов в международных банках, потерпела полное поражение. Все же прекрасно понимают, и в первую очередь те же бельгийцы, где на счетах бельгийских банков 180, большая часть российских активов находится, они говорят, мы своих граждан в нищету не собираемся в будущем отправлять. Нам придется эти деньги отдавать. Вы не хотите брать ответственность, хотя Де Вевер, премьер-министр Бельгии, отнюдь не пророссийский, уверяю вас. Там еще те еще вихра у него в голове, русофобские. Но тем не менее, он прав с точки зрения международного права. Что так нельзя делать. Мы же обрушим весь мир. Вот. И мало того, что мы российские активы эти разрешим выдавать, а, скажем, те же шейхи арабские или китайцы, они же начнут массово выводить из Европы деньги, перераспределять их в другие банки. Вот. Поэтому дальше, я думаю, дальше. Сейчас Зеленского волнует вот что. Ему дальше как-то неинтересно. Сутки, день, как там, день до ночь, сутки прочь. Вот для него главная пословица. День до ночь, сутки прочь. Он прожил день, переночевал с этой мыслью в Европе. Он же не живет в Украине. Зеленский живет в Европе на сегодняшний день. Это я так говорю нашим таким оголтелым украинцам, которые комментируют наши с вами интервью. Вот я особенно к ним обращаюсь, что те, кто приводил его к власти на выборах, должны сегодня понимать, что их избранный президент когда-то, а ныне незаконный президент, наплевал на украинских граждан. Он не занимается внутренними делами Украины. Для него главное сегодня сохранить власть, обниматься с европейскими чиновниками и получать от них деньги. Деньги для себя, а не для вас. Вот в чем главный вопрос. Он получает эти денежки для себя, чтобы выжить, укрепить свою власть. Вот. Коррупцию никто не отменял. Все эти мансы с НАБУ, да, я думаю, скоро уйдут, как вода в песок. Причем никаких посадок не будет. Все или благополучно свалят, простите за жаргон, за рубеж, виновники этой коррупции. Вот. Либо хорошо устроиться, как Ермак сегодня, таким инкогнито, вот, закулисным таким деятелем. Вы что думаете, Ермак будет в тюрьме сидеть? Да я вас умоляю. Или бывший министр обороны Умеров. Ничего подобного. Вы ошибаетесь. Вы только, да, можете злорадствовать в наших комментариях с Александром под нашими интервью. Вот. Но на самом-то деле, если так брать по большому счету, да, в масштабе всей Украины, ведь мы виноваты, граждане Украины, и вы в том числе, которые до сих пор верят в то, что Зеленский тут совершит сейчас нечто невероятное. Сохранит Украину и победит Россию. Время ушло, ребята. Все. Время – это такая вещь настолько жестокая, вы себе не представляете. Насколько жестокое время сегодня. Оно забирает все. Жизни, цели, надежды у людей. И что самое главное, возврата к этому нет.
Если вы думаете, что вы сядете обратно, это я по-прежнему обращаюсь к гражданам Украины, своим дорогим соотечественникам. Если вы сядете в зал Дворца культуры Украины, и к вам выйдет ваш любимый президентик с очередными шуточками и будет болтом стучать по роялю, вы ошибаетесь. Он даже артистом уже не станет после того, как уйдет, уберут его с этого поста. И причем уберут без вашей помощи. Без вашей помощи. Соединенные Штаты, если хотят кого-то убрать, как сейчас хотят убрать Мадуро, они применят все. Ну, смотрите, Мадуро пока на месте, и Зеленский пока на месте. Пока, да. Тут есть пока вообще на месте. версия, что войну... Я хотят... говорю о возможностях и желаниях. А результаты каковы будут? Ну, результаты мы можем с точки зрения исторической перечислить по некоторым государствам Ближнего Востока, Латинской Америки, ну и так далее. Не будем сейчас отвлекаться. Ну, смотрите, похоже, что задачи менять Зеленского нет. А вот эти все моменты по выборам, да, которые сейчас там разрабатывают в условиях военного положения, ну, это снова-таки для того, чтобы протянуть время, для того, чтобы американцы как-то вот договорились с россиянами, чтобы на весь предвыборный период, а нужно 60 дней, чтобы подготовиться, прекратить огонь вглубь Украины. И это используется Зеленским как возможность, и поэтому сейчас там, ну вот, работают над вот этими предложенными законопроектами или там какими-то изменениями в закон. Но Путин сказал, что мы можем пойти навстречу в день выборов прекратить обстрелы. В день выборов только. Понимаете? Вот. Хотя он прав был в том, что при ведении боевых действий в России выборы все прошли согласно Конституции в установленные сроки. Даже в этом году были выборы региональные, губернаторов. Это же мы тоже видели. Никто не мешает проводить выборы даже в условиях ведения боевых действий. Но здесь же вся изюминка Зеленского в другом, что он прекрасно понимает, что ему придется уйти. За него вряд ли проголосует там хотя бы 10% от тех 73, которые за него голосовали в 2019 году. И здесь задача стоит другая. Сохранить свою власть. А то, что касается, вы говорите, значит, по поводу, что его не хотят убирать. Ну, кто не хочет убирать? Ну, пока не хотят Соединенные Штаты. Но, опять же, повторю, Путин дал намек Трампу. Если ты хочешь мира и слывешь себя миротворцем, то надо убрать Зеленского. Он тебе не в помощь в этой цели твоей. Ну, вы же видите, как тоже от Путина, по-моему, да, или от кого-то, или от Лаврова звучало это, да, вот к ноге хозяина, пускай Европа, так сказать, прижмется, но Европа как бы срывается с цепи, мы видим, по всем фронтам, во всех отношениях. И, ну, как ни крути, да, есть страны, которые против, но они там междуусобный конфликт затеяли. Сикорский публикует в соцсетях орден Ленина для Орбана после его последних заявлений. Ну вот, скажем, в таком духе. Зеленский старается быть полезен, говорит, что я знаю, где орешник стоит в Беларуси, я вам сейчас расскажу. Это напоминает, как Лукашенко, я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение с картами. Вот сейчас точно так же Зеленский говорит, я вам сейчас покажу, где орешник стоит. То есть он всячески по своей риторике пытается быть полезным этой Европе, и у него получается. Вопрос только заключается в другом. Так а с учетом того, какая идет война, с учетом того, есть данные просто, я не знаю, насколько они объективны, но об этом чем дальше, тем больше говорят и утверждают, что Россия не задействовала даже выделенные для фронта силы вот эти. То есть идет сейчас такие, скажем так, точечные наскоки, то есть нет навалы вот такой большой, рывка какого-то, да, который анонсирует и Путин в том числе. То есть все идет как идет, как вы говорили выше на фронте. То для какой войны тогда? Насколько хватит этих денег, понимаете? У кого?
У Украины? выделенных для Украины от Мгм. Европы. Путин говорит, что это все как бы годик повоевать до выборов в Конгресс. Вы согласны с этим утверждением? Потому что кажется, что, ну, извините, да, я понимаю, что у нас время сейчас такое, сейчас люди не меряют свою жизнь, они не знают, где они будут через год. Это раньше можно было за год вперед путевку какую-то было не бронировать, да, или там какие-то, не знаю, мероприятия, свадьбы там какие-то играть, собирать деньги на какие-то там, ну, не знаю, дни рождения или какие-то юбилеи, да, вот, а сейчас все очень и очень, ну, горизонт очень короткий. Ну да. Дело в том, что даже Зеленский, вот, который говорит, что он знает, где находится Орешник, он даже не знает, сколько ему осталось. Вот что самое главное. Ему никто этих гарантий не дает. Вот его больше всего волнует, он от этого в ужасе. Он не может предсказать свою дальнейшую судьбу, что с ним будет. Он не может планировать ничего. Это же видно по нему. Вы посмотрите на его выражение лица. Его психотип – это такой, знаете, неврастенник. Он же нервы у него на пределе. Вот стоит только посмотреть, даже как он встречается с еврочиновниками различного рода, да, и главами государств, входящими в Евросоюз. При тех объятиях и улыбках таких натянутых, да, мы видим по нему, что он обеспокоен тем, а вдруг Европа от него отвернется. США практически уже отвернулись. Хотя в этом у меня сомнения очень большие. На политическом уровне да. А что касается военной, финансовой помощи, она идет из США через другие общественные организации. И в этом тоже убеждены многие мои коллеги зарубежные, что США помогают Украине, но негласно, скажем так. Больше давят на Европу, Соединенные Штаты, с тем, чтобы, ну, они скорее разорялись. То, что между США и Европой сегодня колоссальный раскол, причем по всем позициям, это уже тоже явь. И Зеленский просто такие, на него страшно смотреть, он несчастный человек. Вот его желания какие-то, да, неуемные такие, охватить необъятное, сохранить как можно дольше свою власть, превращается в то, что он является сегодня заложником своих вот этих неуемных желаний. Вот если бы он добровольно сегодня ушел, да, вот я так просто допускаю, ведь каждый человек имеет право, как говорится, да, но не каждый может его реализовать. Тем не менее, если бы сегодня Зеленский, значит, я не знаю, там, кому он может написать заявление об уходе, ну, в Госдеп, наверное, или в Ми-6, я не знаю куда. Вот. Но я думаю, что даже если бы он это сделал, то там, как говорят, вход рубль, выход 2. То есть, а 2 рубля – это для него, скорее всего, его собственная жизнь. Ему даже уйти нельзя с этого поста сегодня. Или это, скорее всего, не пост, а роль. Его роль лицедея в этой большой международной политике, глобальной политике. И он в этот капкан попал, и из него уже выйти нельзя. То есть, как его будут устранять, как его будут убирать, это вопрос, конечно, будущего. Да, для него сегодня, как для них, он сегодня, как полезный идиот, нужен. Но ведь все же имеет свой конец и свое начало. Вот. Поэтому тяжело будет господину Зеленскому. Причем в 2026 году будет еще тяжелее. Как я уже сказал, подпитка деньгами – это для него сегодня главное. Я уже не говорю о том, что само государство Украина дышит на ладан. Там же, в принципе, ничего не производится. Нет никаких золотовалютных резервов, нет экономики, нет ничего, нет бюджета даже своего собственного. Бюджет формируется за счет иностранных вливаний. До каких пор это будет, это же тоже не бесконечно может быть. Поэтому все висит на волоске.
Зеленский висит на волоске, Украина висит на волоске. И Запад эти волоски может перерезать в один момент. А если я вот являюсь большим поклонником профессора Сергея Караганова, если кому-то известно это имя, то Россия уже готова, скажем, изменить свою не только ядерную доктрину, но и доктрину поведения с Западом. То есть, вот он правильно говорит, что если бы Россия повела себя по-другому в отношении этих активов, которые лежат в иностранных банках, и сказала, вот только попробуйте, сволочи, забрать эти активы, и нанести какой-то предварительный удар по какой-то хотя бы базе военно-морской, да, в Европе. Вот эффект был бы потрясающим. Там не надо было сидеть с Урсулой всю ночь в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе. Он был бы молниеносный, понимаете? Вот я согласен с Карагановым в этом вопросе. И то, что, как говорит Караганов тоже, что Европе уже практически надоела Украина, но они вынуждены ее использовать в своей русофобской антироссийской политике. Вынуждены использовать. Иного, как говорится, объекта нет. Украина – это объект для Запада, а не субъект. А это же может тоже надоесть. Если вдруг прямое военное противоборство, к чему я, кстати, склоняюсь где-то 80/20, что прямое военное противоборство между Европой и Россией, оно может состояться. Причем... Опять-таки, мы же смотрим на эту войну. Это будет, в любом случае, это будет не этот сценарий, как Нет, Россия, конечно, Украина. нет. Нет, вы абсолютно правы. Это не украинский сценарий будет. Это ж Путин об этом сказал еще на коллегии, или там раньше, по-моему, он сказал, что хирургическим способом воевать против Европы, против Запада Россия не будет, как она воюет с Украиной. Там будут очень серьезные вещи. Я даже перечислять их боюсь. Перечислять боюсь те возможности, которыми обладает Россия. Вот. И Западу в этом плане противостоять будет нечем. А в Вашингтоне будут аплодировать. Они этого хотят в Вашингтоне. Чтобы Европа схлестнулась с Россией в своем противоборстве. Военном противоборстве. И вот это самое страшное. Ну, понятно, что США будут на стороне Европы, у них НАТО. Хотя тоже такой интересный момент был, когда Путин говорит, ну ты ж вроде образованный, хороший премьер-министр был, Рютте. Да. Ну, вроде ж как нормально все, понимающий человек. У США в доктрине нацбезопасности Россия не враг, да, а приоритетное направление там, развития отношений. А в НАТО, получается, как бы выстраивают политику, что враг. А НАТО – это, простите, США. Ну, можно поставить знак равенства. Поэтому мир тут меняется в отношении вот этих глобальных вещей. Тут возникает другой вопрос. Тут внезапно Буданов говорит о том, что Украина сама провалила мобилизацию. И не надо, мол, на Россию сваливать все на свете, переоценивать ее влияние на то, что бусификация, все ИПСО, все неправда, и это пропаганда, там, контрпропаганда. Но смотрите, если мы слышим это от Буданова, то что это может означать? Изменение в сторону еще большего призыва под европейские обещанные деньги. А многие аналитики говорят, что, смотрите, 90 пообещали, процентов 10, может, так вот и выделят, а все остальное там будет твориться, но как бы затыкать это все будут судьбами и количеством Александр, людей. Буданов не Украину обвиняет, он Зеленского обвиняет. Просто этот свой, так сказать, монолог он завуалировал. Вот. И понятно почему. Ведь его же рассматривают в качестве одной из кандидатур замены Зеленского. Ну, если не за рубежом, то внутри, так сказать, украинского так называемого эстеблишмента. Вот. Он является одним из кандидатов на замену Зеленскому. Но будет ли это, скажем, полезно для Украины, я сомневаюсь. А что касается самой мобилизации, да,
Я думаю, что вот с теми обстоятельствами, о которых я перечислил выше, обескровливание Украины и с окончанием денежных потоков в нее, положение будет таковым, что действительно, скажем, детей будут забирать на фронт. Это просто-таки уже, ну, тоже становится очевидным. Детей будут забирать. Вот. И то, что делалось, скажем, в нацистской Германии в 40-е годы, это зеркально просто уже отражается на теме Украины. Вот. В бункере Зеленский в Киеве не будет сидеть. Это понятно. Вот. Парень ушлый, вот, и такой, знаете, он мне напоминает старого такого ребенка, престарелого ребенка, с глазами побитой собаки сейчас. Вот. И он не будет в Киеве. Они все уедут. Вот о ком говорится, да, вот в плане большой политики. И Буданов уедет тоже. Они не будут в Киеве сидеть. Вот. Когда особенно падет Харьков, ребята, это будет такой эффект разорвавшейся бомбы в мозгах, что действительно население Украины, те граждане, которые там еще влачат свое существование, они будут не просто подавлены морально, они будут ошеломлены. И будут также стремиться покинуть как можно скорее эту территорию. Ну, смотрите, Харьков нигде не заявлен, ни в целях, ни в задачах российских. Кто же это делает, Саша? Ну, имеется в виду, что, простите, но есть там претензии на те территории, которые внесены в Российскую Конституцию. Харьков сия участь миновал. Однако я объясню, Саша, извините, я перебью. Многие комментаторы, которые пишут, что это все страшилки про Харьков, ну, мы видели 2 дня назад, как начали вбивать вот эти столбы, да, для антидроновых сеток на окружной Харькова. Если Харькову ничего не угрожает, то зачем на это тратить деньги, силы и средства и вообще, ну, уродовать, например, объездную, окружную Харьковскую? Это все ни о чем. Сетки эти дроновые, это копейки. Это раз, на них затрат даже не надо никаких. А это первое. Второе, это не укрепрайоны бетонные строить, понимаете? А сетки эти, это фигня. А Харьков почему может пасть? Я вам объясню очень популярно. Зона безопасности нужна России от того, чтобы сохранить в неприкосновенности, недосягаемости Белгород, Белгородскую, Курскую области. Вот для чего нужен Харьков. А после Харькова там еще будет большое поле деятельности. И о том, что зона безопасности должна быть, об этом уже давно сказано в России. Цели уже определены. Но, может быть, действительно конкретно не называются. Харьков, Петровка, Демеевка, там и еще что-то. Понимаете? Но это военные не объявляют. Вы обратите другое, вот на что внимание. Как участились встречи Владимира Путина с военными. Разве это не является своего рода тоже посылом отдельным, так сказать, глухим и немым и на Западе, и в Украине? Что лично войсками сегодня руководит верховный главнокомандующий России. Понятное дело, что военные ему выдают рекомендации, он одобряет или не одобряет их, он имеет на это право. Но, как он уже сказал, да, когда у него комбат в кабинете сидел Кремля, что мы не только Северск заняли, мы ушли уже на запад даже, за Северск, по своей собственной инициативе. Это комбат говорит, полковник, лично верховному главнокомандующему. Поэтому воодушевление российских военных в этом плане, оно налицо. Потому что есть успех на фронте. Почему его нет у украинских военных, это понятно. Потому что колоссальная недостача людей, ресурсов, ну и всего подобного, что необходимо для успешных боевых действий. Хорошо. Поэтому зона безопасности, как и та зона безопасности для Крыма,
которая нужна на юге, она будет разрабатываться. Хорошо, тогда о чем переговоры? Чьи с кем? Ну вот российские, американские в Майами сегодня, вчера американско-украинские. Да, господи, Александр, переговоры. Переговоры – это политика. Это политика. Война это А, тоже политика, другими средствами. Нет, а реальные военные дела – это военные дела, это практика. А переговоры переговорами. Причем заметьте, что ни в Майами, ни в Стамбуле, ни в Минске нигде ничего не подписывается. Ну, переговоры, ну хорошо, ну переговоры. Ну, в конце каждых переговоров, ну хотя бы какая-то резолюция должна быть подписана там. Коммюнике, как сейчас модно выражаться, да? Ведь никто ничего не подписывает. В Европе то же самое. Вот они собираются там, да, в этом Брюсселе. Никто ничего не подписывает. Все действуют по ситуации, в ручном режиме. То же самое здесь сегодня с Украиной. И США действуют в ручном режиме с Зеленским. И в том числе на этих переговорах. И причем, что интересно, уже от этого мирного плана Трампа остались рожки до ножки. Там же ни одного пункта нет оригинального, который придумал Трамп и его там окружение. Кушнер и другие. А ни одного живого пункта уже нет. А в отместку Зеленский в Европе там придумал манифест войны с Российской Федерацией на будущее. Поэтому все это переговоры, это все ничто. Серьезные переговоры будут тогда, когда Путин с Трампом наконец-то окончательно определятся, что делать с Украиной в будущем. И именно с Украиной, а не Украина будет решать, что делать ей самой с этим всем хозяйством, которое они нагородили и поубивали миллионы граждан. Сегодня у Украины нет такой возможности. Время, еще раз говорю, время упущено. Юрий Анатольевич, ну хорошо, тогда какое будущее вы предрекаете Украине? Вот этого вы не добьетесь от меня, Александр. Я не предсказатель, я лишь, так сказать, могу иметь свое какое-то мнение, но это не значит, что я его выскажу. А могу Нет, ну сказать одно. подождите, вы говорите, что Трамп и Путин должны решать, да, что будет с Украиной. Да, они и будут решать. Но если не Трамп, то вместо него кто придет на пост президента США после Трампа, а может быть, он будет избран на второй срок, а может быть, скажем так, еще худший вариант для Украины. Если после Трампа президентом США будет избран Джей Ди Венс, это еще самый страшный вариант будет для Зеленского, если он еще останется эти последние 2,5 года, где будет Трамп президентом. Джей Ди Венс просто решит кардинальный вопрос с Украиной. Кардинально, уверяю вас. Этот парень в сообществе с семьей Трампа наконец скажет все, скажем, ну, господин Трамп был большим миротворцем, большим демократом, скажем, демократом с энциклопедической точки зрения, он-то республиканец. Но мы, как его замена, и нам доверил это американский народ, будем действовать совершенно по-другому. Может быть, и в России произойдут, кстати, за это время определенные какие-то подвижки во власти. Там сейчас тоже происходит своего рода революция. И об этом сказал Путин вот в итогах 2025 года. Что власть на местах сегодня формируется из представителей тех, кто сегодня на фронте. Это очень важно. Для того, чтобы победить все вот эти негативные тенденции во власти, да, этих зажравшихся чиновников на местах, ну и так далее, то там тоже хватает этого. И коррупция там есть, правда, за коррупцию там очень жесткий ответ. Там и губернаторы сидят в тюрьмах, и министры сидели у российского правительства в тюрьмах. Один Улюкаев чего стоит.
История, которая, наверное, на весь мир была известна. Министр экономики Российской Федерации. Ну и десятки других. Коррупционеров там сажают. Так вот, для того, чтобы окончательно, хотя бы, ну не окончательно, а существенно снизить уровень вот этих негативных вещей во власти, значит, создан специальный фонд, где людей этих рекомендуют в дальнейшем после СВО занять те или иные властные посты. Они обучаются управлять государством. «Время героев» называется эта программа. Они их обучают, как управлять государством. Несколько месяцев. Существует колоссальный конкурс. То есть цели у государства. Определенные положительные цели. А что в Украине на сегодняшний день? Там что, в части военные? И вопрос повисает в воздухе. Ну, вы знаете, тут, ну, для таких роликов, конечно, там пропагандистских есть какие-то случаи, но есть и другие случаи, когда вот совсем недавно показывали судьбу под Бахмутом потерявшего здоровье. Ну, видно, человек пережил серьезные травмы, медик по образованию, воевал, да, за ВСУ и, в общем, отправился, так сказать, подлечили чуть-чуть, инвалидом отправился в Ивано-Франковскую область, и там ему хату выделили, где предыдущий хозяин умер, стены покосившиеся, он сам ничего сделать руками не может, понятно, да, он как бы еле говорит, еле, ну, тоже, ну, в общем, серьезные там контузии были, не одна, и тяжелые операции. А потом показывают вот этих местных властей, таких держиморд, таких холеных, говорят, мы не можем ничем помочь. Надо, чтобы под государственную программу попадал этот ветеран. Ну, в общем, живет там. Там, я думаю, если местного военкома раскулачить, да, то хватило бы построить целый поселок, целое село на эти деньги, которые он заработал на этой мобилизации. Вот. Поэтому понятно, что это все, конечно, печально на это все смотреть. Я абсолютно сочувствую этим людям, своим соотечественникам, что они после фронта, они никому не нужны абсолютно. Мало того, даже если у них есть желание, они там многие инвалиды, без рук, без ног, но еще умеют даже что-то делать в этом состоянии. Они не могут нигде ничего добиться. Абсолютно. Никакой помощи. Ничего абсолютно. Мало того, я даже тоже вычитываю иногда сумасшедшие такие факты такого, знаете, не просто равнодушия украинской власти, а циничного отношения к вот этим ветеранам вооруженных сил Украины. Вот ведь, казалось бы, да, есть возможности обеспечить, скажем, ну хотя бы некоторые слои этих граждан необходимыми лекарствами бесплатно. Вот, потому как я сейчас не буду называть эти лекарства, они относятся к группе А. Но даже этого не делается. Они стоят колоссальных денег. Денег нет у этих людей. И поддержать свой организм даже, не просто там, я уже не говорю, улучшить свою жизнь, бытовые условия, лекарствами даже не помогают никому. А люди, еще раз говорю, положили здоровье. За что? Вот всегда они, кстати, и в том числе они задают вопрос, за что мы воевали? Смотрите, ну, все, конечно, о таких печальных красках для Украины вы обрисовываете, но с другой-то стороны, смотрите, какие яркие спецоперации уже в Каспийском море берут на себя СБУ, ГУР, военно-морские силы, поразили корабль-охотник, вышки, верфи. То есть, ух, как мощно. Это уже стало как у себя дома. А почему никто не анализирует, а как это происходит? Каспийское море, не одна Россия имеет выход к Каспийскому морю, это раз. Во-вторых, если даже с территории России, то, ну, простите, не будем как бы лукавить. Когда летит по частям, даже солдаты, которые служат в этих частях, я имею в виду в глубоком тылу России, говорят, что эти дроны как бы вылетают из соседнего села. Ну, условно. Поэтому, в общем-то, кажется, что как бы
не знаю, там этот острое орудие, да, вот этих диверсий, вот этих ударов, ну, работает у украинской стороны и может продолжаться так довольно-таки долго. Это все понятно, Александр. Ну, господи. Тактические какие-то мелкие успехи, это мелкие успехи, повторяю. Они не влияют на общую стратегию хода боевых действий. Раз. Они не влияют абсолютно на состояние экономики Российской Федерации. Ну, абсолютно. Это комариные укусы на теле слона, если так можно сравнить. Потом вы сказали, там хвастаются там эти спецслужбы украинские. Это все дело рук британцев. Если бы не их технические возможности британские, Украина бы ничего не сделала. Британские спецслужбы, кстати, плотно очень сидят и в тех государствах, которые омывают Каспийское море. Очень плотно сидят. Сейчас не буду называть, потому что некоторые из этих государств являются дружественными государствами Российской Федерации. Вот. Но тем не менее они там есть. И они влияют на ход событий в Каспийском море. Поэтому здесь, скажем так, очень конкретно по этому поводу говорить что-то я бы не стал. Это все имеет, скажем так, тенденциозный характер, сиюминутный характер. Что касается, скажем, вот этой дроновой, да, войны, тоже Владимир Путин уделил очень большое значение как роду вооруженных сил, созданному в Российской Федерации. Созданы такой род войск и в Украине. Опять же, все дело в ресурсах. Вот насколько мощно будут развиваться эти силы, да, это и определит ход ведения боевых действий в будущем. А на сегодняшний день в 20 раз Российская Федерация превышает по производству дронов различного класса весь Европейский Союз, в том числе и Украину. В 20 раз. То есть там невиданные темпы, причем эти темпы обуславливаются ежедневным совершенствованием с точки зрения НТР, совершенствованием данных типов вооружений. Сейчас, конечно, вот сзади даже Путин сказал, что по поводу тяжелых дронов, да, которые могли бы доставлять боеприпасы, продовольствие, воду на позиции войск, у России есть пока что задержки. Он не сказал проблемы, но задержки в этом плане, и они скоро будут устранены. А вот Украине в этом смысле, да, британцы помогли создать тот же вот комплекс Баба-Яга, который имеет хорошую такую грузоподъемность и помогает солдатам ВСУ в некотором роде на фронте. Но, опять же, недостаток этих дронов, их уязвимость, это тоже немаловажно, пока что имеет место. Что будет дальше? До Каспия вряд ли Украина сможет дотянуться, это я вам сразу говорю, вряд ли. Вот, потому как Каспийская военная флотилия Российской Федерации, ее никто не отменял. Там тоже совершенствуют средства противодроновой борьбы, противокатерной борьбы вот этих безэкипажных катеров. Вот. Но опять же, эти все сейчас средства вооружения, они совершенствуются. В Черном море, например, да, уже нельзя запустить из района где-то Одессы эти беспилотные, безэкипажные катера с береговой черты. Их сбрасывают с торговых судов, идущих, например, из Босфора там, в Одессу, или там, например, из других районов Черного моря. Их сбрасывают с борта, и они, так сказать, атакуют российские суда с нефтью, там, с подсолнечным маслом или еще с чем-то. Ну и в свою сторону, да, вот уже Да. который беспилотник на территории Поэтому это Турции. все процесс. Это сейчас какой-то, значит, вывод делать по этому поводу еще рано. Да, Это причем процесс. российские беспилотники падают, разбиваются на территории Турции, да, тоже влияние РЭП, что за беспилотники, Орланы,
там еще другие Время варианты. такое, да, время Потому такое. что, видимо, ну, зачем это делается? Выбрасываются беспилотники, чтобы следить за Черным морем и вот этими водами, которые вот сейчас происходят. Ну, Ну, конечно. ну, пиратское время, погодите. Ну, слушайте, Трамп бомбит эти суда, которые там Венесуэла там плывут чего-то с каким-то товаром, причем бьет кинетическим Вообще оружием случай мощно. уникальный. Бороться с наркотрафиком с помощью авианосцев. Это, конечно, давно такого не видел мир. Вот. И, скажем так, много таких моментов странных сейчас происходит. А, Я бы хотел завершить наш сегодняшний разговор, скажем, таким достаточно скабрезным образом. Ну, мы еще до Нового года встретимся, поэтому, как говорится, подведем итоги года и, наверное, там посмотрим в 26-й. Меня очень как-то взволновали фотографии Клинтона в женском платье, в джакузи, упоминание, что там 14-летняя хорошая какая-то девочка пришла в Мар-а-Лаго вместе с Эпштейном к Трампу. Хотя по факту мы видим вот эти публикации, сегодняшнюю порцию, которую там вывалили по настоянию Конгресса вот этих файлов Эпштейна, мы видим, что каждый файл там, ну, процентов 80, даже, ну, по-разному, в общем, закрашено, то есть цензурировано. Ну, они как бы есть, их показали, но там вчитываться, в общем, мало что понятно, только отдельные эпизоды выхватывают сейчас журналисты, ну и, конечно, старые фотографии, да. Как бы умел отдыхать Билл Клинтон и с Моникой Левински, и без нее, как мы теперь увидели, да, и с Эпштейном, и без него. Как вам думается, вот есть соблазн, аналитический соблазн, скажем так, потребности, да, изучения потребности Трампа в какой-то победоносной войне, да. Кто-то пишет о Венесуэле, кто-то говорит, там, Соколиный глаз, Сирия, тоже там бородачей гоняют по пустыне. Кто-то говорит, нет, надо вот феерически громко победить на, ну, миротворческом треке и закончить войну в Украине, и вот тогда это, собственно, вот что-то должно перебить жуткий скандал. Но получается очень тяжелая история. Вот смотришь на Клинтона на этих фотографиях и вспоминаешь время Клинтона. Вы его хорошо очень помните, в том числе и вы, да, то есть и наши зрители. И понимаешь, чем запомнился в политическом, в мировом смысле тот или иной американский президент. А они, оказывается, все, вот эти элиты, они вот такие, ну вот так отдыхают. Нет, понятно, что ничего человеческое не чуждо. Он Ельцин на ложках играл тоже, как бы дело такое. Но ты немного как бы приходишь в чувство и видишь вот этих исторических персонажей немножко с другой стороны. Что вы думаете по этому поводу? Насколько как бы будет переоценка роли личности в истории и что нужно, и что будет предпринимать Трамп, чтобы громко уйти в другую сторону от этих еще не закончившихся сливов? Ну, то, что вытворял Клинтон, находясь у власти, это, конечно, даже с Трампом не сравнить, это понятно. А те, скажем так, фолианты, которые Эпштейна, которые достают сейчас из неких недр, они прежде всего направлены против самого Трампа. Понятное дело, что хотят скомпрометировать его тем, что он якобы дружил когда-то с Эпштейном, посещал эти вечеринки или не посещал, я не знаю. Ну, есть там пару видео, да, где видно, что он с ним участвует в этих вечеринках. Но опять же повторюсь, то, что вытворял Клинтон, Трампу и не снилось. В плане, как вы говорите, отдыха, в кавычках беру это слово. Но Клинтон известен только одним историческим, так сказать, фактором, тем, что он отказал Путину в членстве в НАТО. Это была такая, я так понимаю, со стороны Путина проброс такой шайбы в сторону США, поскольку они являются бенефициаром НАТО, и 2/3 финансируют этот блок уже много-много лет.
через Кондолизу Райс, которая, кстати, приятно была удивлена таким предложением Путина, передала ее президенту, а потом уже по дипломатическим каналам было сказано, что это не ко времени. Это не ко времени. В тот период времени, да, когда они якобы там борются с терроризмом и много-много времени уделяют тому, чтобы продвигаться как можно дальше на восток. Вот этим Клинтон знаменит. Что же касается, кстати, современного бомонда, скажем, в Белом доме, то я вам могу сообщить следующее, что Мелания Трамп, скажем так, снимает свой фильм о жизни в Белом доме, вот, причем очень подробно, входя с камерой в те кабинеты, в те помещения, где ни разу не было ни одного оператора. Вот. В этом ей помогает финансово мультимиллиардер Безос, который выделил уже $40 миллионов на этот фильм. Ну, для него это семечки, конечно, эти 40 миллионов, но, тем не менее, он проявил, так сказать, чуткость первой леди и показывает, вот Мелания хочет показать жизнь в Белом доме. Чем кто дышит, как работает и как вообще живет президент. Вот. Ну, такая, знаете, скажем, невинная забава, да, но, тем не менее, американцы ждут с нетерпением выхода этого фильма, где сама Мелания будет его, так сказать, комментировать. Поэтому у них, у богатых, как говорят, свои причуды, Александр, неважно, кто они, политики или бизнесмены большого ранга, у них свои причуды. Нам, так сказать, отдается только право, скажем так, на своем кухонном уровне оценивать те или иные события. Ну, вы считаете, что это никак не повлияет на Абсолютно. Венесуэлу, Нет, 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 геополитические нет. вещи? Это забавы, не более того. Поэтому Трампу Венесуэла нужна для того, чтобы, скажем так, ну, не пасть лицом перед предыдущими своими коллегами, которые занимали посты президентов США. В первую очередь перед Обамой, которого он ненавидит, вот, и который очень здорово орудовал тоже на Ближнем Востоке в свое время. И дважды переизбирался президентом США. И стал Нобелевским лауреатом, развязав кучу войн, которые, кстати, закрыл сейчас Трамп. Вот. Это такой тоже фактор немаловажный. Поэтому Трамп сегодня играет двумя руками, как в кукольном театре. С одной стороны, он и миротворец, а с другой стороны, в любой момент может устранить Мадуро. Может или не может, это, кстати, тоже большой вопрос. Значит, тактику партизанской войны, которая была когда-то на Кубе, в Никарагуа, в других странах, никто не отменял. И несмотря на то, что США ядерное государство, когда пойдут потоком гробы американских военнослужащих, да, можно сравнять с землей Венесуэлу с помощью авиации, с авианосцев. Но я думаю, что все-таки будут применены, если в условиях отдачи приказа Трампом начать такую операцию, будут применены спецподразделения. А это уже нечто другое. Это будет напоминать уже нечто такое, знаете, а-ля украинские события. Как, типичную тоже СВО, только в Венесуэле с американской стороны. Поэтому это разные вещи. Вот эти все платья Клинтона, сперма на платье Моники Левински, это все другое. Это не касается, скажем, большой политики. Да, оно компрометирует политических деятелей некоторое время. Но по большому счету это не влияет на большую глобальную политику. Повреждения на езду не влияют, или Совершенно на верно. скорость не влияют. Да, да, да. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Ждем комментариев и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Да, ссылка в описании. Юрий Дудкин. Милости просим. И, конечно, пишите на Ютубе, что думаете. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.